Приветствую вас, мои подписчики и гости канала. Вы когда-нибудь задували свечи на праздничном торте, чтобы загадать желание? Если да, то вы уже участвовали в некоторых из самых распространенных народных приметах и суевериях, связанных со счастьем. На протяжении всей истории люди пытались понять и контролировать свое счастье с помощью различных верований и практик. В этом видео я расскажу вам о некоторых народных приметах о счастье. Друзья, если понравилось, то поддержите канал, поставьте лайк и подпишитесь, а также переходите в наш телеграм-канал, так вы не пропустите новые выпуски. Баба Нина не советует ходить по дому в уличной обуви. Таким образом человек топчет собственное счастье. На свадьбе жених первый танец должен только со своей невестой танцевать. Если он танцует с другой женщиной, то вскоре она может занять место невесты. Считается, что жениху и невесте нельзя фотографироваться на свадьбе по отдельности, так как это может привести к быстрому разводу. Пересчитывать деньги на полу – плохая примета. Если прощаться на лестнице, планы можно разрушить. Нельзя слезы рукавом утирать. Кто так делает, из одной беды в другую попадает. Если хотите найти новую хорошую работу, то вставьте в обувь новые шнурки, тогда все получится. Нельзя уносить домашние вещи на работу, иначе даже счастливый брак может разрушиться. Чтобы не остаться с пустым кошельком, не стоит разменивать крупные купюры по чьей-либо просьбе. Баба Нина настойчиво рекомендует не разменивать по чужой просьбе деньги. Если по дороге или в магазине незнакомец вежливо попросит вас разменять крупную купюру, то смело отказывайте. По ее словам, это приводит к сглазу вашего дохода и к бедности. Нельзя из дома выносить мусор после захода солнца, это к разорению и постоянным долгам. Не храните дома непарные перчатки, это сулит безденежье. Соседу давать взаймы соль или хлеб, денежную удачу отдавать. Бабушка советует обратить внимание, что нельзя работать в спальне, из-за этого может пострадать семейная жизнь. Неглаженные вещи нельзя в шкафу хранить, иначе то, что вы задумали, пойдет не так, не по плану. Согласно народному поверью, если мужчина сам гладит белье, то это может привести к разладу в семье, так как он может ненамеренно выгладить любовь из женского сердца и потерять ее навсегда. Нельзя женатому мужчине галстук завязанным хранить, иначе жизнь скрутит его в узел, из которого будет трудно выпутаться. Нельзя, чтобы взрослый мужчина в детские игры играл, иначе его семейная жизнь не будет складываться, а если он женат, брак будет рушиться. Бабушка предупреждает, что треснувшие цветочные горшки нельзя держать в доме, так как они могут вызвать ссоры и скандалы. В кошельке всегда должна храниться красная нить. Она притягивает и приумножает деньги. Есть поверье, что дарящий должен быть по статусу выше получателя, тогда одариваемого ждет финансовое благополучие. На столе нельзя оставлять недоеденную пищу. Эта примета означает, что человек может испытывать нужду. Если доедать хлеб за другим человеком, особенно за ребенком, то можно лишить его здоровья и благополучия. Под кроватью нельзя держать хлам и устраивать склад разных вещей, к проблемам в личной жизни. Если в вашем доме есть чашки с синими цветами, то срочно избавьтесь от них, иначе в личной жизни будут преследовать неудачи. Чтобы муж и жена не отдалялись друг от друга, дома их обувь должна всегда стоять рядом и в одном направлении. Провидица обращает внимание, что если ставить сумку на пол, то это может вызвать проблемы в жизни. Нельзя хранить фото детей вместе с документами. Так можно потерять связь со своим ребенком. Класть подушку на стол – к беде, иногда к большой. Уколоть палец к ссоре с близкими, возможно, даже навсегда. В дороге знакомиться – хорошая примета. Жизнь изменится, как правило, в лучшую сторону. Дочь не может стричь свою мать, приведет к ссорам между ними. Провидица советует, что нехорошо стричь волосы в первые 3 месяца отношений, так как это может привести к тому, что отношения не продлятся долго. Бабушка говорит, что если мужчина носит другие кольца, кроме обручального, он не будет верен. Помните, нехорошо оставлять ключи от квартиры в замочной скважине. Бабушка Нина говорит, что это может привести к беде в доме.
Присаживаться на рабочее место директора не стоит, крупным потерям и финансовым бедам. Многих девушек волнует вопрос, как же поскорее обрести семейное счастье. Баба Нина делится советами. Не ходите с черным зонтом – это символ одиночества для женщины. Жемчуг – камень одиночества. Юным и молодым девушкам не рекомендуется носить с ним украшения. Накалывать хлеб вилкой сулит одиночество. Если носить одни и те же туфли с подружками и сестрами, есть риск, что вам понравится один парень. Венчаться в красном нельзя, жизнь будет полна ссор. Поселившись в новой квартире или доме, не рекомендуется девушке менять тапки на новые в течение года, чтобы не прогнать любимого. Цветы от любимого выбрасывайте, пока они не начали осыпаться, иначе это плохая примета. Жениху по примете нельзя видеть невесту, но и ей смотреть на себя не нужно, когда весь наряд надет. Можно посмотреться в зеркало, но перед этим снимите перчатку, фату или какое-нибудь украшение. В доме надо поставить веточку вербы, символ плодородия. Не разрешайте гостям в доме солить еду, которую вы готовите, так как на соль делают сильные заговоры. Никогда не разменивайте кому-то крупные купюры на мелкие, а то сами останетесь без денег. Денежное дерево в доме будет привлекать финансы, если оно получено от богатого человека. Чтобы не отпугивать богатство, запрещается выносить мусор вечером после заката. В случае крайней необходимости делать это должна женщина. Не стоит заранее праздновать свой юбилей, чтобы избежать неприятностей. Если вы решили позже отметить этот праздник, помните, что в этом случае не исполнятся добрые слова, которые приготовили вам близкие люди. Не стоит переживать, если в день вашего рождения идет дождь или снег. Это к успеху и удаче. Если к дому пришел маленький котенок, его нужно приютить, тогда совсем скоро удастся забеременеть. Можно также попользоваться одной посудой с беременной подругой. Обувь должен покупать сам избранник, иначе если женщина займется этим, приведет к расставанию. Если мужчина и женщина спят под разными одеялами, под матрац кладут моток ниток белого цвета во избежание измен. Никто не должен знать о вашем счастье, никому не показывайте фотографии ребенка, не хвалитесь своими достижениями, большими деньгами. Ни в коем случае не давайте гостям свои тапки, это может привести к конфликту и даже к потере жилища. Не рекомендуется замужним дамам в пятницу до обеда мыть волосы и делать прическу. Если вы собираетесь на первое свидание, то привяжите на запястье красную нить на любовь. Молодым женщинам нельзя держать в спальне кукол. Это к разрушению любовных уз. Имейте в семье только четное количество чашек, избежите трудностей в браке. Напряженной атмосферы можно избежать, если количество чашек дома будет кратно 2. Следите, чтобы в доме не было спутанных проводов. Это к запутанным отношениям. Нельзя покупать второй половинке обувь, это к разлуке. Покупать обувь избранник должен самостоятельно. Нельзя слушать советы об отношениях от посторонних людей, даже родственников. Зеркало над кроватью к одиночеству. Если с работы в дом принести горшок с цветами, то в доме начнутся ссоры и скандалы. Если в кармане щепотку соли носить, то этим можно беду от себя отвести. После 12 часов ночи и до рассвета запрещено купаться. Это заберет энергию и силу. Если в доме чашки, из которых пить нельзя, жизненные силы и здоровье будут хозяина покидать. 2 незамужние женщины под одной крышей отгоняют женское счастье от порога дома. Ни одна не построит свою личную жизнь. Окна надо мыть сначала изнутри, потом снаружи, иначе счастье не впустишь в свой дом. Если кто-то из супругов дает кому-то свои ключи от дома, то муж и жена могут крепко поссориться. Если ножи слишком остро точить, то от всякого пустяка в доме ссоры будут. В магазин надо засветло ходить, иначе потерь не избежать. Туфли дома носить нельзя, личная жизнь не сложится. Одиноким нельзя иметь рабочее место, расположенное на проходе, иначе не найти пару. Если на работе номер вашего телефона на 0 заканчивается, значит вы не на своем месте находитесь, и вас будут преследовать неудачи. Чужую перчатку поднять и владельцу вернуть, встретишь свою судьбу.
Нельзя скатерть в окно трясти, так вместе с ором счастья вытряхиваете. Для привлечения удачи пишем ниже в комментариях под видео. Я желаю и принимаю изобильную и счастливую жизнь. Да будет так.